вечер. Сейчас на НТВ наступает время, когда можно увидеть все самое важное и интересное. То, о чем другие не расскажут и не покажут, уж поверьте. Потому что это наша профессия. Профессия репортер. На этой неделе для съемок фильма, который вы сейчас увидите, он называется «Запертый в своем теле», мы решили собрать в центре Москвы как можно больше людей на колясках. Колясочников. Мы хотели и сами увидеть, и вам показать, сколько только в одной столице тех, кто заперт в своем теле. Мы разместили десяток объявлений в интернете, сделали сотни звонков в разные объединения людей с инвалидностью. И знаете что? А то, что пришло всего 6 человек. 6. И не потому, что они боялись или были чем-то заняты, или не хотели прийти. Не смогли. Потому что прийти – это значит преодолеть путь от подъезда до автобусной остановки, потом метро, а потом еще 3 ступеньки до площади. Вот и остались сидеть дома, запертыми в своем теле. Людям можно опускать. Раннее утро, Уссурийск, почти 10 метров над землей. Так Юрий выходит из дома. И сразу как будто летит в воздухе. Но ему не страшно. Было бы страшнее, если бы не летел. Ну а как иначе жить-то? Как? Ну представь себе, вдруг бы здоровый человек остался без ног. Как жить? Куда пойти? Парашютные стропы держат кресло слева и справа. Вверху в окне жена Людмила. Внизу обыкновенная жизнь, которой, если бы не вот этот трос, эта труба или вот эта лебедка, у него бы не было. Спуститься нереально, очень крутая получается лестница. Даже стыдно, ну как, все время это и кого-то просить будет. Помощи инженер Косых и не ждал. Зачем? Несчастный случай отнял только ноги, голова и руки, слава богу, на месте. Кургузый мир малогабаритной пятиэтажки он взял да и перекроил под себя. Вот ванная. Кто же такую железяку придумает? Это же не японцы, электроника все. А у нас все вот самое простейшее. Вот додуманный инженером до удобного совершенства туалет. Как нормальный человек, если он не имеет возможности? Надо сходить даже в туалет. Да. А тут, пожалуйста, я все могу. Коляска тоже собственной конструкции. Это чтобы легче лавировать в лабиринтах хрущобы. Для прогулок другая. Ведь на улицу он тоже выходит, как все нормальные люди. Хитрое средство перемещения из дома на волю Юрий придумал, когда других средств не осталось. Но нету в пятиэтажке лифта. А жизнь в родном Уссурийске так уж устроена. Ради какого-то колясочника никто не будет ломать лестницу или строить пандус. Хорошо еще, что этот его самодельный подъемный кран не порушили. Если бы у меня был другой конструкции, да не дай бог, он бы выходил за пределы моей лоджии, сразу бы сказали, это испортит архитектурный облик ансамбля. Подъемники хорош тем, что мне не надо было никого ходить и спрашивать, можно я это поставлю. Даже наоборот, соседки восхищаются. Вот это мужик, вот это золотые руки. Ну что думаем? Медали таким людям надо давать. Утро, город Тусон, штат Аризона, это в Америке. Сегодня она специально встала пораньше, до аэропорта 100 миль. И пилоту Джессике Кокс надо успеть взлететь, пока не облачно. Если честно, управлять самолетом в 7 раз сложнее, чем машиной. Вот когда я машину веду, я такая расслабленная, кручу себе баранку, получаю удовольствие, а за штурвалом самолета пока еще нервничаю. За это право расслабленно крутить ногой баранку ей пришлось воевать целых 3 месяца, ничего не поделаешь. Американская бюрократия. Пытались уволить моего инструктора, мол, на каком основании дал безрукой права нормального водителя. Эти бюрократы решили, что я должна получить инвалидные права или ездить на машине для инвалидов. Но она-то себя человеком с инвалидностью не считала. Какая инвалидность? Ведь есть же ноги. И они сразу и ноги, и руки. Все очень просто. Вот вы привыкли помогать себе во всем руками, а я привыкла ногами. Вот и вся разница между нами. Американская комиссия пыталась решить по-другому. Джессике Кокс устроили повторный экзамен на вождение. И когда я его прошла, мой инструктор развел руками и сказал: «Вы видите, она водит машину лучше, чем многие из тех, у кого руки есть». Получив автоправа, она села за руль и отправилась на аэродром. Ей ездить оказалось мало. Надо летать. Нет, не думайте даже. Я решила стать пилотом вовсе не потому, что у меня нет рук, и я хочу кому-то что-то доказать, а потому что я просто боялась летать и решила победить этот страх. С небес на землю и сразу к гаражам.
Таких, как у Юрия, машин на весь Уссурийск всего 2 штуки. Дальний Восток – праворульный край. Ремонтировать негде. В автоцентр приедешь, они: о, нет, мы такие не делаем. Но уж какую дали, такую дали. Все равно ведь средство передвижения. Вот станет скучно, и можно совершить с женой прогулку в супермаркет. Ты мне одну веревочку привяжи. Не потеряйся. Америка, Портленд, вторая половина дня. Творческое вдохновение к нему обычно приходит после обеда. Здесь, в Портленде, русский Антон Борисов шаг за шагом вспоминает и записывает невероятную историю своей жизни на родине. Я мог только лежать на спине, как это делают перевернутые черепахи. Я упирался головой в пол, затем двигал в нужную сторону на несколько сантиметров попом, подтягивал голову и наматывал метры по квартире. Так я гулял. Ни во Владивостоке, где он родился, ни в Астрахани, где взрослел, он и подумать не мог о том, что когда-нибудь на другом конце света у него будет возможность издать и написать эту книгу, завести друзей, поглядеть мир, перемещаться в пространстве. У него и выжить-то был 1 шанс из 100. Никто в этом моем положении не виноват. То есть так получилось. В художественной литературе это называется «хрустальный человек». Это когда кости такие хрупкие, что ломаются от любого усилия или неловкого движения. Кости Антона ломались и не росли, а он взрослел и пытался все это осмыслить. Темперамент, данный мне с рождения, был облачен в хрупкую оболочку. Большая часть моих переломов – это переломы, произошедшие по моей собственной вине. В моменты радости я часто совершаю движения, которые мне категорически противопоказаны. Вот его единственная детская фотография, перевезенная в США свидетельство жизни Антона Борисова в СССР. Других семейных фото в его американском доме нет. Мама и папа понимали, что помочь мне ничем не смогут. В той ситуации они приняли жесткое, но правильное решение. По-советски жестким и правильным стал фактически отказ родителей от неполноценного ребенка. Таким, как он, не было места в тогдашней публичной жизни. Таких детей стыдились и прятали подальше. У меня было такое ощущение, что меня положили в гроб, закрыли крышку и все. Дальше уже ничего не будет. Детство и юность Антона Борисова – это 20 лет по больницам и финиш в интернате для стариков и инвалидов. У меня не осталось ни единого шанса выбраться наверх, туда, где свет. Где свежий ветер гоняет облака по голубому небу, где люди общаются, дружат, любят, делают работу, воспитывают детей и не знают, что на свете существуют такие отстойники государственного милосердия. Она об этом даже не предупредила. Просто ехала очень быстро. Этим утром у Джессики на аэродроме почти что свидание. Парень по имени Брайан приехал из Феникса. Про Джессику и ее борьбу за право жить со всеми на равных основаниях прочел в интернете. Теперь тоже хочет быть как все. Ну, в смысле, как она. Теперь, получается, ты мой инструктор? Как и Джессика, Брайан родился без рук. Но до нее не знал, что это может быть даже преимуществом. Мы вместе с братом и сестрой, а у них, между прочим, есть руки, еще в младших классах записались в секцию по тэквондо. Так вот, черный пояс я получила раньше всех. Вообще-то ей предлагали исправить несовершенство. Богатые родители, благополучная Америка. Можно было купить даже самые дорогие протезы. Но это же не часть меня, это что-то инородное. Я себя с этими протезами не чувствую нормальным человеком. Если Бог создал меня без рук, значит, Он строил на меня какие-то свои планы. Вот, теперь я, это я. Так вот за руку держишься просто, вот, ну, за противоположную. И там, ты ходишь вокруг, там, я там уже подкручусь. Прошу вас. Руку меняешь сразу. Московская окраина, ранний вечер. Ей, конечно, привычнее танцевать с мужчинами. Пошли танцевать. Сидит куча девчонок. Господи, бери ты их, что ты ко мне пристал? Нет, пошли, с тобой веселее. И все, и началась перестрелка. Резко, причем, вот неожиданно так, хоп. В 94-м ей было 11. Хоть и девочка, она мечтала стать военным и служить в армии. Семья жила в Грозном, и тем февральским утром Эвелина оказалась в самом пекле уличной перестрелки.
В следующий момент я почувствовала, как меня как будто вот, как током слегка ударил. Знаешь, когда локтем об что-нибудь твердое ударишься. Доктор какой-то в штабе, когда меня привезли туда, сказал, что это у вас очень интересная пуля такая вас прошила. Такими пулями, говорят, что-то у нас стреляют только снайперы. Трассирующая пуля прошла в 2 сантиметрах от сердца и вышла под лопаткой, раздробив позвоночник. Кто стрелял и почему в нее, тогда разбираться не стали, было некогда. Самолет, госпиталь, опять самолет, Москва. О том, что теперь пойдет совсем другая жизнь, она даже не успела подумать. Горевать некогда было. То есть когда у меня должна была быть, по идее, депрессия случиться от понятия того, что я не буду ходить, я была в таком возрасте, когда я еще этого не понимала. Yeah, I need her help. Помощница, которую он вызвал по рации, поможет переодеть для прогулки служебного пса Рокки. Пожалуй, это единственное, зачем он теперь обращается к посторонней помощи. В остальном, портландская жизнь Антона Борисова организована так, чтобы никого ни о чем не просить. А сейчас просто перестал об этом тоже задумываться, знаешь. Потому что теперь это у меня есть. Услуги помощницы оплачивает государство. Да и вообще, дом, в котором он живет, совершенно незаметно устроен таким образом, чтобы не унижать проживающих просьбами. Вот сейчас они с собакой Рокки отправятся в самостоятельную прогулку с окраины Портленда. Эй, слышь, а что ты его снимаешь? Нас сними. В самый его центр. Минут 15 пешком и 7 остановок на обычном городском трамвае. Хмурое московское утро, где-то 7:30, самый час пик. Это не она выбрала время, просто на 9 утра назначена лекция. А надо ведь еще добраться. Мне неудобно, да? Я могу где-то остановиться. Моя палка попадает кому-то под ноги. И я могу покачнуться. Это вызывает раздражение. На другом конце города сотня первокурсников ждет специалиста по древним языкам и древнему миру Анну Грешных с лекцией о Месопотамии. Так, все в сборе? Тогда я попрошу, пожалуйста, закройте дверь по обыкновению. 2 захватывающих пары о Месопотамии и Древнем Египте, потом опять вниз и вверх по лестнице, автобус, метро и урок латыни у семинаристов. Так, студеры, все 4 формы императива. Потом снова метро, надо ехать из центра на юг в больницу к детям. Когда есть минута, Анна становится волонтером, чтобы быть полезной тем, кому еще хуже, чем ей. Улитка, черепаха, лев. В ее обыкновенный день укладывается столько, что не верится ни в длинный список ее тяжелых болезней, каждая из которых тянет на отдельную инвалидность, ни в саму эту инвалидность. Каждый из нас может задать себе этот вопрос и на него ответить. Насколько физическая ограниченность сама по себе предполагает ограниченность внутреннего состояния. Анна болеет с самого детства и иногда думает, что если бы не физические проблемы, многих научных успехов ей, может быть, и не удалось бы достичь. Соблазнов значительно меньше. Мы все знаем, сколько времени уходят на романтические отношения. И этот резерв ушел на моей древности. В итоге она ученый с именем по доимперскому Риму и человек, успевающий работать на 3 работах одновременно. А еще путешествующая пешком по столице Анна лучше других знает, в какой именно точке города у нее однажды может не хватить сил, чтобы добраться до работы. Я, наверное, один из лучших специалистов по лестницам в Москве. Я помню, на какой станции метро какой выход. Это трудно забыть. Помогите мне кто-нибудь. Можете мне на голову поставить. На аэродроме Сан-Мануэль она теперь сразу и ветеран, и герой. Выйдя победителем в войне за право жить со всеми на общих основаниях, пилот Джессика Кокс учит бороться других. Как опытному пилоту Джессике доверили взять новичка Брайана в первый в его жизни полет. И они полетели. Я лечу! Как ты? Лучше всех. Она так всегда отвечает «лучше всех», чтобы не жалели. Господь дает каждому по силам ему. Просто кто-то понимает, что это по его силам, а кто-то не понимает. Кто-то думает, что он слабее намного и не выдержит этого. И все, так надо же попробовать сначала, может, выдержишь. Чудно. 3 раза в неделю у Эвелины виртуальная ходьба. Скорее всего, она помнит, как это – ходить по-настоящему, но не рассказывает.
Большая часть ее жизни уже прошла на стороне тех, кто не ходит. Сами себя они называют каличи. Афроамериканцы-то, они могут друг друга называть неграми. А попробуй ты назови его негром. Ты же схватишь по морде, наверное, правильно? Точно так же и здесь. Не можете вы называть нас каличами. Это только мы можем друг друга каличами называть. Это сразу и жаргон, и защитная реакция в ответ на то, что мир доступный для всех, их не принимает. Еще вот проблема, как найти работу. Раньше Эвелина, как и многие из ее мира, оказывала услуги секс по телефону. Потом прятаться надоело, и она окончательно ушла к своим. Преподает в том же центре, где лечится. Учит себе подобных одной из возможных профессий. Нормально? Да, давайте. Фотосессия продолжится дома. Она набивает руку на младшей сестре. Так, стань немножко, знаешь что, правее. Где у тебя правая рука, алло? Эвелина Матвеева – единственный в нашей стране сидящий фотограф. И у нее есть своя профессиональная мечта. Хочется пофотографировать Артура Смольянинова. Прям, очень хочется. И потому что однажды в кино он сыграл колясочника, и потому что в другом фильме был солдатом, и потому что футбольный болельщик, как и она. Сегодня как раз игра. Эвелина спешит на стадион. Так, все, валим. Теряемся отсюда быстро. По пути, даже не притормозив, гордо бросит. Это для меня здесь отгрохали такой подиум. Подобных спусков ни в одном из близлежащих домов нет. За свой она боролась с районным чиновником. Заставили его сесть на эту коляску и сказали, ну-ка спустись, попробуй. Он начал спускаться и чуть не перевернулся вперед. Я сказала, вот если вы сейчас еще обратно заедете, будет вообще замечательно. Я тогда замолчу и вообще рот открывать не буду. Чиновник не доехал, спуск построили. Еще бы отвоевать место для парковки, но руки не доходят. Как-нибудь потом. Леночка, привет! Этим вечером у Люды с Юрием гости. Из тех, которые не смогут зайти через дверь. Голову. Вот. Ну теперь уж точно здравствуйте. Домами они вроде соседи, а дружить приходится через окно. Пока на кухне Людмила готовит ужин, Юрий, Елена и Николай разрабатывают план покорения соседнего кинотеатра. Сделать пробный заезд, обследовать. И потом уже идти на сеанс. Но даже если в кинотеатре все условия только для ходячих, они уверены, Юрий что-нибудь придумает. Ведь если окружающий мир не идет им навстречу, надо самим к нему прорваться. Не сможем, если где в дверь, пройдем через окно. Ау, здрасте. Проходите, здравствуйте. Казалось бы, случилось чудо. Тот, о ком мечтала Эвелина, пришел в гости. Но Эвелина не оказалась дома. Задержалась на работе. Там девочку какую-то довести, тоже колясочницу. Такое, наверное, редко бывает. Любимый артист больше часа покорно ждал свою поклонницу. Рад тебя видать. Ты что так задержался? Да я такой тепленький. Может, я его вместо батареи у себя оставлю? Потом все, как она хотела. Они болтают, как старые знакомые. Она ему про фотосъемки, а он ей про новый спектакль, где тоже фотографируют. Все фотографируют друг друга. Прям там свадьба такая, прям гламура. Потом она командует: сидеть ровно. Выражение лица серьезное. Не так. Будь моим зеркалом, покажи на себе. И фото на память. Так у Эвелины стало одним ходячим другом больше. Кроме нескольких древних, Анна Гришных знает еще несколько современных иностранных языков. И, отдышавшись после работы, репетиторствует. Ничего не поделаешь. Мне приходится довольно много работать, потому что я единственный кормилец нашей маленькой семьи. И уже не разберешь, где тут борьба за жизнь, а где борьба с самой жизнью. Она ведь все эти годы буквально стояла насмерть за право быть как все. И даже сознательно отказалась от обезболивающих, от них тупеешь. Но вот коляска бы ей помогла. Но пользоваться ею выше Аниных сил. У нашего подъезда есть пандус. Но без посторонней помощи я ведь не могу съехать по нему и подняться. Неужели я родился только для того, чтобы съесть отпущенные мне продукты, выдышать воздух и умереть? Тяжелая, а иногда даже страшная книга Антона Борисова «Кандидат на выбраковку» совершенно неожиданно заканчивается чудесным избавлением. Он не просто выжил, он практически победил. Я летел. Привычное словосочетание, рожденное рядовым для миллионов людей событием. Для миллионов, но не для меня.
Так, по вызову друга Антон попал в Америку. Оставаться не собирался, но именно в США у него появилась совместимая с жизнью коляска и возможность на ней перемещаться. Я понял, что мне надо либо оставлять коляску здесь и возвращаться. Но опять же, лежать вот так вот. И он остался. Теперь размышляет, о чем писать вторую книгу. То ли об ужасах отечественного милосердия, то ли о том, как все еще можно исправить. Ведь удобная для людей любых физических возможностей Америка тоже появилась не сразу. До буквально Вьетнамской войны тоже ведь ничего не было. В 70-х покалеченные войной ветераны приходили к Белому дому и бросали на траву свои награды. И говорили, что нам не нужно, пока мы не являемся членами этого общества. Тогда из уважения к своим гражданам правительство США признало: граждане бывают разные, и это совсем не повод изгонять их из общества. Можно просто сделать так, чтобы было удобно всем. Даже если предположить, что где-то там, в полукилометре отсюда, есть действительно автобусная остановка, куда приходит автобус с пандусом, то до нее еще нужно добраться. По лестнице не получится, пандус есть, но сконструирован таким образом, что ни сам человек, ни даже с помощником моей комплекции спуститься отсюда он не сможет. Дальше, если повезет, увлекательное дерби между высокими бордюрами, выбоинами и опять высокими бордюрами между тротуарами. А дальше выход на финишную прямую, то есть той самой автобусной остановки. Скорее всего, все эти трудности не кто-то специально выдумал, а просто тот, кто создавал эту конструкцию, наверное, не рассчитывал, что кто-то этим и вправду будет пользоваться. Поэтому на встречу, задуманную нашей съемочной группой, те несколько отчаянных, что пришли, добирались кто как. Одних подвезли добрые люди, другим помогли родственники. В осеннем парке они старались не замечать изумленных взглядов прохожих, держаться вместе. Впрочем, прохожие и сами отводили глаза от этой неудобной группы отдыхающих. А потом одна из колясочных не выдержала и попыталась поговорить с ходячими, победить, наконец, этот страх заразности чужого несчастья. Инвалидность сама по себе не является страданием. Это такая же особенность человека, как и светлые волосы или голубые глаза. Страдание превращает нас в общество, которое не хочет повернуться к нам. Прохожие, на одну секунду остановитесь, послушайте, о чем мы говорим, не торопитесь. Это вас не касается, да? Прохожие то ли слишком торопились по своим делам и не слышали, то ли и вправду думали, их это не касается, не коснется. В общем, никто не обернулся. И чем громче она кричала, тем напряженнее они отворачивались, вжимая голову в плечи. Мы долго думали, показывать это видео или нет. Обычно рабочие материалы не входят в фильм, а потом решили показать. Вот что произошло, когда я пыталась втащить пустую инвалидную коляску на крыльцо одного из московских домов. До конца года равных возможностей осталось 2,5 месяца. Возможно, что-то еще можно исправить. А мой коллега Алексей Бахарев сейчас в далекой командировке занимается переосмыслением школьной программы. А мы вместе с чиновниками администрации города Мурманска проходим тестирование по русскому языку. После знаменитого приказа министра Фурсенко, узаконившего договор вместо договора или йогурт вместо йогурта, в обществе разгорелись орфографические страсти. И вдруг проблемы русского языка стали актуальнейшей темой. Даже о кризисе забыли. Чиновники в приказном порядке поправили русский язык, но сами толком им зачастую не владеют. О проблемах русского языка в стране победивших двоечников смотрите в следующую субботу на НТВ. Это профессия репортер, программа для тех, кто хочет увидеть и узнать немного больше. Смотрите нас в следующую субботу.